Чеченские легенды и притчи. Вы достойны друг друга. Некогда жил один праведный человек. За всю свою жизнь и на иголку не воспользовался он чужим добром. Сидел он как-то у ручья и увидел, что плывет яблоко. Оно ему очень понравилось. Он взял его из воды и съел, но тут же раскаялся, так как съел яблоко, не спросив разрешения у хозяина. Он не знал от этого покоя и решил найти хозяина яблока и попросить прощения. Пошел он вверх по ручью и стал искать, из какого сада яблоко попало в ручей. Так дошел он до соседнего села. Там он увидел на самом краю села большой сад. Мужчина вошел во двор хозяина этого сада и, поприветствовав хозяина, сказал ему: «Не знаю, как случилось, но я съел яблоко, которое ручей унес из твоего сада. Я не буду знать покоя, пока ты не простишь меня, ибо я в жизни никогда не пользовался чем-либо, чтобы не принадлежало мне». Хозяин ему ответил: «У меня дома моя дочь. Она не имеет рук и ног, слепа и глупа. Если ты на такой убогой женишься, то тогда я прощу тебя». Мужчина согласился, они определили день свадьбы и разошлись. В назначенный день вывели невесту. У нее не было ни одного недостатка, а напротив, она была писаная красавица. Обрадовался жених и спросил ее отца, как все это объяснить. «За всю свою жизнь моя дочь не совершила ни одного неправедного поступка. Таким же оказался и ты. Я понял, что вы достойны друг друга, и потому хотел, чтобы вы поженились. А яблоко, конечно же, я тебе прощаю». Легенда о правде. В стародавние времена жил один молодой человек, которого все считали чудаком. Он с малых лет отличался своей любознательностью. Еще в детстве он наблюдал, как люди ссорились из-за правды, вели войны, у каждого была своя правда. Многие были готовы умереть, доказывая свою правоту, но никто не мог ему ответить, что это такое правда и как она выглядит. Он был уверен, что правда где-то есть, и ее можно найти и потрогать. Над ним, конечно, все смеялись и называли чудаком. И вот в один день он принял решение, что во что бы то ни стало, найдет правду и расскажет о ней людям. Выйдя к людям, он поклялся, что не остановится, не заведет семью и не осядет, пока не найдет правду или же не умрет в ее поисках. Так он покинул родной дом, будучи еще очень молодым. С тех пор прошло много-много лет. От ходьбы ступни его ног покрылись мозолями, его кожа от ветров потрескалась и высохла от солнца. Он постарел душой и телом, хоть годами был еще не стар. Где он только не был, что он только не видел. Когда он слышал от тех или иных людей, что среди такого-то народа есть мудрец, он, не колеблясь, отправлялся на его поиски. Он видел народы, живущие высоко в горах, и говорил с их мудрецами, которые знали язык деревьев. Он говорил с мудрецами народа, который ходил по углям и приручали ядовитых змей. Он говорил с мудрецами народа, кожу которого не протыкали копья и мечи, и которые могли обходиться долго без пищи. Он говорил с мудрецами народа, живущего в снежных жилищах, но никто из них не смог показать ему правду. И вот он добрел до неизвестных ему земель. Вокруг один песок и пустота. Он отчаялся найти здесь людей и воду. Лежа на горячем обжигающем песке, он был готов к смерти. Как вдруг вдалеке ему послышались голоса людей. «Неужели мерещится?» – думал он. Но нет, всадники становились все ближе и ближе. К нему подъехали люди на верховых животных, не похожих на те, что он видел ранее. Их одежды не имели ничего общего с одеждами тех народов, что он встречал, а он обошел весь свет. И вот один из людей заговорил: «Ты нарушил границы запретных земель
и за это преступление ты будешь казнен», — сказал он. «Я смиренно приму эту кару, но прежде прошу вас о встрече с вашим правителем», — взмолился он. «Наш правитель и решит твою судьбу, чужеземец. Схватите его и следуйте за мной во дворец», — приказал он своим сподвижникам. Сколько времени занял их путь и что было на том пути, он не помнил, так как от жары и усталости потерял сознание. Придя в себя, он обнаружил, что лежит на прохладном белом полу. Свет слепил глаза. «Поднимись, чужеземец!» — услышал он громкий и холодный голос. Поднявшись, он увидел пред собой человека в белых одеждах, сидящего на величественном троне. «Приветствую тебя, владыка пустыни», — сказал он. «Чужеземец, что делаешь на моих землях? Что ты ищешь?» «Владыка, я множество лет скитаюсь по свету в поисках правды. Я поклялся, что найду ее и расскажу о ней людям. Либо умру, но не успокоюсь раньше этого. Чужеземец, ты удивительный человек, но уверен ли ты в том, что хочешь знать, как выглядит правда?» «О да, владыка, я в этом уверен. И ты готов отдать за это жизнь?» «Да, владыка. Исход моей жизни так или иначе смерть. Ну что ж, чужеземец, я покажу тебе правду и сохраню тебе жизнь». Чувство радости, страха и восторга переполняло душу странника. Он не мог поверить, что нашел то, что искал столько лет. «Следуй за мной», — сказал правитель. В окружении придворных он следовал за владыкой пустыни через длинные и широкие и белые залы, где каждая последующая казалась больше и светлее другой. Он уже потерял им счет. И, наконец, они дошли до залы, которая была огромнее всех и ярче. В центре на возвышенности лежало что-то огромное, накрытое белым полотном. Правитель снова обратился к страннику. «Чужеземец, ты все еще уверен, что хочешь увидеть правду?» «О да, конечно!» — кричал он. Его сердце колотилось и готово было вырваться наружу. «Снимите покрывало», — приказал владыка придворным. Люди подошли, 4 с одной и 4 с другой стороны, и рывком сорвали огромное белое полотно, закрывавшее от взоров правду. Странник окаменел от увиденного. На его лице отразилась гамма смешанных чувств. Он хотел вскрикнуть и не мог. Хотел произнести хоть слово и не мог. Пораженный увиденным, он стоял и смотрел на правду, потеряв счет времени. Перед ним лежало мерзкое, огромное, непонятного цвета и формы, слизистое беспозвоночное существо, вид которого вызывал одно отвращение. «Как? Как?» — в отчаянии прошептал он. «Ну как я приду к людям и скажу, что это и есть правда?» А правда оглянулась, посмотрела на него своим единственным мутным глазом, улыбнулась и сказала: «А ты соври». Древняя чеченская легенда о волчице Гилбарзе, спасшей землю. Давным-давно Всевышний, создавший землю, заселил ее людьми, зверями и другими существами и дал им наставление, как жить. «Не нарушайте моих заповедей, живите в мире и согласии, и помните, вы все равны между собой». Он так любил своих детей, что подарил им рай, и все жили на земле, проявляя уважение и любовь друг к другу. Но через много лет они стали забывать и нарушать заповеди Всевышнего. Люди убивали людей, большие и сильные звери пожирали малых и слабых. И только одна волчица не пожелала становиться как все, говоря, что Всевышний создал нас равными, что подобные поступки нарушают закон Его, и Он покарает всех. Но ее никто не слушал. Когда Всевышний увидел на земле грязь и насилие вместо рая, Он послал людям своих ангелов,
но люди отвергли их. Тогда разгневанный Всевышний решил уничтожить все живое на земле и обрушил на нее великую стихию. И солнце стало кроваво-красным, и с неба посыпался песок, не давая вздохнуть. И рушились горы, и ледяной ветер вырывал с корнями деревья, погребая под ними все живое. И заметались люди и звери, ища спасения. И только волчица повернулась лицом к великой беде, заслонив своих волчат. И обрушил Всевышний на нее весь свой гнев. От сильного ветра у волчицы лопалась кожа, и кусками срывалось мясо, но она не сдавалась. А люди, возомнившие себя повелителями земли, трусливо прятались за ней, спасая свои грешные души. Всевышний поразился ее стойкости и мужеству. Он утихомирил стихию и изрек: «Я увидел, что на этой грешной земле все же есть достойное существо, и ради него я дарую вам жизнь, но не прощаю», и отвернулся от земли. А раненую волчицу люди убили, так как не могли пережить свой страх и позор. С тех пор люди преследуют и убивают волков, желая тем самым уничтожить напоминание своей вины перед Всевышним. А волки с тех пор нестерпимо жалобно воют, глядя на отрекшиеся небеса, призывая Всевышнего, чтобы он повернулся к земле, простил наши грехи и восстановил на земле справедливость. Для чеченского народа волчица, защитившая землю, является символом мужества и стойкости, олицетворением свободы и жизни на земле.